Так бы ты бы еще бы домой бы тащил бы к себе в квартиру. Ну ёба. Так я и тащу. Ты слышишь, ты охуел. Всем привет! Это наш почти ежегодный влог. С вами почти ежегодные блогеры, ваши любимые. Это мы. Вот. И сегодня мы ответим на ваши самые интересующие, так сказать, вас вопросы. У нас тут набрался целый список, и, пожалуй, не будем тянуть и начнем. Итак, первый вопрос. Зовите самую приятную, классную съемку за этот год и, наоборот, самую сложную. Это что за мужик? Я ваш продюсер. Кто? Продюсер ваш. Точно, он у нас есть. Назовите самую приятную, классную съемку за этот год и, наоборот, самую сложную, проблемную. Давай, называй. Мне кажется, все согласятся, что самая проблемная съемка — это съемка... Да, та самая. Там, где меня запихивали в шарик, запихивали меня всем селом, всей командой. Еле запихнули, потому что он оказался меньшего размера, чем мы, в принципе. Вот. Ну ладно, мы пережили эту съемку, результатом мы вроде как довольны, мы справились, так что... И я чуть не сорвала все свои ногти, все свои пальцы, все свои нервы. Мне все передавило. Причем для меня это тоже съемка сложная, потому что снимались они, помогатор-то я была, я же все это напяливала в том числе. У меня лично у меня должна была состояться съемка новогодняя. Ну, короче, там все пошло не по плану, в итоге загорелась фотостудия, затопила из-за того, что тушили это все этаж, вырубила свет. Короче, вот так. Нормально, бывает. Окей, а хорошо. Если пожаловались, а самая приятная съемка? Приятная? Наверное, для меня это будет съемка по Дан-да-дан. И съемка, по-моему, бензопила — это в костюмах, где мы как раз-таки все втроем. Это, наверное, самые комфортные для меня съемки. Там все прошло буквально вот так. У меня была тоже приятная съемка, тоже именно по бензопиле, но там, где я была павер. Нам нужно было надувать от маленького шарика к большому шарику. И в чем она была приятная, учитывая характер пауэр, я просто скинула всю работу на них. Ленивая жопа, блин, а нам приходилось все отдуваться, как всегда. Слушай, это хотя бы в каноне. Ну, в рамках канона. Ну да, но все еще. Не, ну у него какое-то подобие шейки что-то есть. У меня, в общем, самая такая интересная была, это когда мы Селенайт против Селестин. Это достаточно была забавная съемка из того, что мы просто рофлили, как гребаные шакалы. Это было смешно, это было весело. Там была вакханалия веселая, там вообще, короче, полный трэш. Всем рекомендую к просмотру. Лично для меня самая приятная съемка была та, где мы сняли видео под названием Squished. Потому что там все прошло очень-очень хорошо. Отличная идея для видео. Отлично девочки отыграли. 2 видео мы успели за съемку, оба получились очень хорошие. И я был доволен после нее просто как слон. Ехал в автобусе, уже зная, что все очень всем понравится, всем все зайдет. Ты что там с бумажки читаешь, что ли? Хорошо, какая самая неприятная? Ну, меньше всего... Наверное, мне понравилась та самая съемка, где мы надевали на тебя... Да иди ты в пень. Видео получилось, ну, какое-то... Давай честно, там, где загорелась фотостудия, затопила этаж, все-таки, мне кажется, тоже такое. Но там мне хотя бы деньги вернули. Ну, там, да, хотя бы так. А где костюм надевали? Ну, что-то там, конечно, вроде как и вышло, и очень необычно, больше ни у кого вы такое не найдете, но... Могло быть лучше. Отборный кринж только у нас. Было ли такое видео, которое изначально казалось простым, но в итоге прошло тяжело? И наоборот, что-то, что было страшно и сложно на бумаге, но в итоге легко? Я сколько помню, это как раз-таки был с Марин и Сьютами из Евы. Мы думали, что будет какой-то трэш из-за того, что Сьюты боялись, они не растянутся. Мы вообще хотели, чтобы и Сьюты лопнули вместе с шарами. И, на удивление, съемка прошла хорошо, потому что, упс, какая неловкость, у нас на очке молния. И получилось очень удачно шланг просунуть между ног и надуть шар, и при этом, что повезло, что еще без последствий, без ударов, без шлепов, то все нормально было. И вообще съемка очень легко прошла, хотя мы думали, что будет вообще какой-то трэш. Ты должна была мне позволить, если туда засунуть 24-ку, слушай. Нет. Да. Надо было 24 рисовать. Не так тяжело было дышать иногда под конец.
нормально. Да слышь, это что-то, что было легко. Ну, на видосе в 2Б, конечно, мне пришлось попотеть, там, где была большая игрушка. Вот, но я обожаю возиться, на самом деле, с игрушками, потому что их постоянно можно по-разному всячески вертеть. Мы там и в итоге переворачивали эту игрушку. Вот. В целом, я думала, что будет сложнее из-за того, что куча перьев и съемка по дан-да-дан. У нас не оказалось там на важный момент помощника в плане процесса подготовки. И мы боялись, что мы ничего не успеем, и у нас вообще ничего не получится. Мы там как бы и доп. Оборудование в аренду взяли, типа, и все дела. А в итоге все вышло хорошо, все прям гладенько, мы все успели. И я считаю, что видео вышло очень классно. Ну, видео получилось очень-очень крутое. Единственное, что мы успели его только одно видео за да, мы хотели съемку. Обычно там и 2 делаем. Но то, что получилось, оно прям, слава богу, зашло. Людям тоже очень зашло. Я порадовался. Так, ну, со мной, скорее всего, опять же, вернусь опять к клаймбину, в который меня запихивали. Изначально я думала, что это будет легко, потому что, опять же, я в латексном сьюте, то есть меня хорошо намазать, и я прям заскочу в этот шарик, вот прям... Но, как бы, историю вы знаете теперь уже. А по поводу того, что мне казалось, что будет сложно, а наоборот оказалось легко, это была съемка в Неро. У меня в основном не было каких-то типа доминантных ролей и так далее. И вот эта вот съемка на красивом фоне с розочками, где мне нужно было доминировать над тем, кто меня снимает. Над зрителем. Да. Кто тебя снимает, он просто сидит, ему больше важно не проебать фокус, если честно. Над ним, в принципе, доминируем. Ну вот да. Как бы мне, в принципе, результат понравился. И съемка достаточно легко прошла. Конечно, иногда несут какой-нибудь кринж. Но вот такая вот у меня импровизация. Нормально. Нейро тоже может нести кринж, это допустимо. Все мы несем кринж через эту жизнь. Не знаю насчет того, что оказалось простым, и только прошло тяжело. Могу сказать, что я ждал очень большие проблемы с видео, где small to big надуванием. Как раз таки в бензопиле. Я очень боялся, что из вас кто-нибудь вообще там в обморок упадет. Там бы я додула. Было очень жарко. Там было кстати. очень жарко. Мне нормально было. Мы Плюс все 27 были тогда просто... было, по-моему, на улице. Но в итоге никто не откинулся, все мы смогли, и видео, опять же, получилось очень-очень популярное. То есть можно сказать, что оно прошло легче, чем я думал. Давайте так. На какой съемке вы устали больше всего? Ой, это, наверное, все-таки Бразилиан Мику. Меня там так отхлестало, господи боже. Там просто у меня не было шанса на выживание, мне болело все, я очень устала, потому что, как бы у меня были полностью голые ноги, у меня был голый живот, плюс я тогда себя не очень там бодро чувствовала. В тот день я как бы такая немножечко приехала уже подзаколебанная, и меня при этом отхлестало еще шарами, и я просто такая выхожу из зала, меня били, меня били. Из моих таких самых выматывающих съемок, наверное, можно сказать, с Ханикавой как раз в латексе, потому что все-таки действительно в плюс 30 в латексе очень тяжело сниматься, плюс в закрытом помещении, чтобы как раз-таки из-за звукоизоляции нам приходится выключать кондиционеры и закрывать все форточки, чтобы хотя бы звук был чистый, потому что и так звуков в фотостудии хватает и без этого. И все-таки очень сильное потоотделение и обезвоживание чувствовалось уже под конец дня, что тяжеловато. Плюс потом еще нас выгнал администратор, сказал, у вас 0 времени, чтобы переодеться, уходите. И в результате я еще ехала домой в латексе, я в общей сумме где-то часов 5, наверное, проходила в нем. И, приятного мало, но я просто без ног отвалилась дома, это было ужасно. У меня прям такого выматывающего, кроме, опять же, этого клаймбина не было. Блин, я не знаю. Корнелия, он просто терминатор, ей все нормально. Все норм, кроме того несчастного клаймбина. Можно предлагать любые идеи, норм, косплей вообще. Я справлюсь, как бы это сложно не было. Что касается меня, любая съемка, где этот ебаный баллон с гелием, это самая выматывающая съемка. Включая сегодняшнюю. Было ли такое видео, которое хотелось бы переснять по-другому? А если да, то как? Все. Все.
Я бы Бразилиан Мику пересняла. Я с удовольствием бы пересняла Микасу. Мне нравится этот костюм, но я себе на том видео как-то не очень нравлюсь. Там темно. Там очень темно было, и я прибавила лет 10, так как минимум. Было ли такое видео с вайбом «Нас отменит, если мы его снимем»? Любое мое видео. Не, ну они сняты, значит, там все нормально. Ну, есть, конечно, порой иногда мысли, если мы слишком начинаем чистить эротик-контент. Ну, как бы просто все привыкли, что няш-мяш, все мягко, приятно, смотреть визуально вкусно, а тут как бы иногда бывает... А иногда хоба и жопа. Да. Господи, напугали чего людей Да, жопой. кота сосиской, да. Не, ну еще, кстати, это самое... Прошел слушок, то, что людям не нравится, когда мы какие-то редкие шары типа лупаем. Редкие игрушечки. Ну, это нифига не слух. Мне буквально один из людей, который нам донатит принтованные шары, написал, что он не может отправить новый донат с новыми принтами, потому что Старые порвали. его булят за то, что мы полопали вот те шары, которые он нам до этого отправил, и люди не хотят, чтобы мы лопали там определенных персонажей из определенной игры. Нормально, да? На самом деле, не знаю насчет отмены именно со стороны какой-то аудитории, но нам приходится значительно внимательнее сейчас следить за, скажем так, принтами, которые мы показываем в видео, потому что у нас уже был прецедент, когда Clips for Sale не хотели пропускать наше видео с Джин, потому что там была Дакимакурас Фишель. И я не знаю, кто там в комплайенсе сидит такой гений, но они решили, что Фишель, она несовершеннолетняя, что очень спорно. На самом деле. И мне пришлось, серьезно, писать в саппорт и прям по пунктам рассказывать, почему это не факт, а мнение. Ну, слава богу, видео разрешили Там выложить. чисто сидят, знаешь, аниме-веды такие. Мы знаем возраст всех аниме-лайк персонажей, типа. Серьезно, там должны быть все какие-то бумеры. Откуда там вообще есть люди, которые знают, кто такая Фишель? И, например, еще мы не можем сейчас сделать видео с шарами с Гурой, которую мы заказали из Китая, потому что она выглядит как, лоли. И если мы попробуем это загрузить, нам просто не дадут это выложить. Или вообще шары с Кли у нас есть. Тоже не Не, можем. Кли снять ничего. это точно перманентный бан. Это бан. Это бан. Мне приходится много контента как своего, так и здесь делать, типа, без части обмундирования, просто потому что это не пропустит Clips for Sale, условно. Мы снимали Реви буквально без ее пистолета. Ну это что вообще такое? Это как Типа мы пираты снимали Черной без лагуны без пух. Знала ли Селестин, что вы тут сфокусировались на ее ногах, а не на лице? Чего? Наш экспертный консилиум, Это не я. да, имеет мнение, что это как бы не тот человек, за которого вы тут Да, выдаете. это была я. И да, я так позировала. Это специально. А в чем проблема с ноги? Ноги Да, в красиво. принципе, все фотографии, которые у нас есть, мы в курсе, что там фоткают, и как бы мы сами спозируем. Иногда я это фоткаю, типа, Ну, если это кстати, да. мобильные. Как Так бы... что все хорошо. Если вы что-то там увидели где-то трусы, это специально, это не случайно. За эти почти 10 лет я так уже насмотрелся на ваши телеса, что мне... Ну, вот я говорю, ты буквально это единственный просто человек, согласен. который со мной не спал, но видел меня во всех ипостасях полностью голой, типа. Если бы вам дали выбор между комнатой с несколькими большими шарами или сотнями маленьких шаров, какую бы комнату вы выбрали? Конечно, большие. Конечно, 36-ки какие-нибудь там или Олимпики. Я бы выбрала 16 или 24, потому что если заполнить, короче, большими шарами комнату, это прикольно, особенно если это какие-то прозрачные, типа, но если хотя бы один из них лопнет, будет больше пустого пространства, будет уже не так прикольно. Тут на них прыгать мягко. Ну, я, в принципе, согласна вот с маленькими шариками, то, что побольше шариков маленьких. И еще лучше, наверное, если их вот комбинировать. Были ли видео, которые вы решили не снимать из-за стоимости, сложности или чрезмерной эротичности? Я хочу 2 съемки. Одну это в снегу, и вторую это в аквастудии, но в снегу холодно, и все вечно пытаются меня убедить, что не надо падать лицом в сугроб, типа. А в аквастудии проблема в том, что туда толком, там, как получается, циклорама, твердая поверхность, и если там хотя бы какой-то делать сит-поп, то просто-напросто плюхнешься попой на твердую поверхность, копчику это явно не понравится. Ну,
меня единственное, вот мы хотели сделать съемку с NMI, адская девочка. У нас была идея в парке арендовать лодку и лопать шарики вот как раз на этой лодке. Но, во-первых, мы проворонили момент, когда было тепло, а во-вторых, это сложно в организации в том плане, то, что, опять же, это общественное место, и как отреагируют люди, ну, если будут слышать хлопки шариков. Ну, там, на самом деле, даже проблема не в том, как они отреагируют, хуй бы с ними. Они Пускай будут в терпят. кадр попадать. Да, А нам совершенно это верно. вообще не нужно, Дело потому в- что на каждого документов мы не напустимся, подтверждающих, что им есть 18. Для выкладки на CFRS обязательно нужно иметь документы на всех, кто появляется в кадре, даже на если это секунду. прохожий. Даже если на фото. Даже если это рука, без присоединенного к ней человека. Да. Очень хотелось снять персонажа из Махоу Шоджио ни Акугарете, магию Байзер, но там такой костюм, что мне кажется, никто из вас троих ни за что не будет на видео в нем сниматься. Покажи мне Пикачу. Ой, там такие персонажи, будь здоров. Там БДСМ база. девки. Это база. А чем тебе покажи, БДСМ покажи. девки не нравятся? Ну, слушай, нормально, в принципе. Ну, который на груди с... Ну, Так этот мне и нравится. вот это, Чего, кто-то готов в этом сниматься? Я. да. Не, ну это чисто ваша пачка, как бы киви и вот это все. Да. Ну, типа, как будто бы в трусах я не снималась, вот, которая Будто в я- зеленом этом. Ну да, я не снималась так. Но Вот там так. буквально, там даже лифчика же нет, там Чё? вот Ну все чё приклеено будет. Да, готовы? Ну все, тогда будешь сниматься. Поздравляю тебя с этим. Поздравляю, вы теперь хорни БДСМщица. А что изменилось? Планируете ли коллабы в Японии? А кто денег даст? Е! Дадите денег, буду Да. коллаб. Да. После стольких лет меньше ли вы пугаетесь звуков лопов? Нет. Вообще нет. Я вообще пришла сюда, в эту студию, такой бесстрашной. Вы сами помните, по первому влогу я такая, вау, круто, шарики лопать, вообще не страшно. Она терминатор. А сейчас я вот, подготовка к съемке идет, там надуваются шарики, Серьезно? что-то внезапно лопается, я одна из первых визжу. Даже, короче, что-то как-то пошло не так и наоборот. Чего ждать в следующем году? Ну, это, наверное, вопрос в первую очередь ко мне, потому что я знаю, что будет в следующем году. Но очень много идей, если вы подписаны на наш Бусти и в скором времени Patreon. Там даже был пост с моей доской, с моей бумажкой, где расписаны идеи. Сейчас этих идей уже 2 листа, а не один. Первый лист заполнен уже полностью. Что касается косплея, у нас уже куплены и готовятся Фурина, Арлекина, да, они будут в одном видео. У нас будет Тесса из Full Metal Panic, прям как я как-то говорил в видеоблоге. Что у нас еще? Будет Мона, наверное? Надеюсь на это. Ну, я сама хочу Мону, так что я думаю, будет. Надеюсь, что у нас будет тройные Sailor Moon вот в этих блестящих костюмах. Вы видели на Алике такие костюмы блестящие Sailor Да, Moon? они очень красивые. Я думаю, закажу вам их. Я, наоборот, не любитель такого. Ну, не знаю, мне типа нравится Sailor Moon, но вот если именно красивый костюм хорошо сделанный будет. Ну, Мне, честно, не нравятся старые просто костюмы. У нас будет вот это вот Рем и Рам. Красивые, очень-очень красивые. На них Корнелия. выглядит потрясающе, на тебе будет тоже выглядеть потрясающе. У вас Если я будет влезу. вдвоем. Если я Помолимся? влезу. Если я влезу. Да, будет спортивная Нера, уже пошита. А будет Мирай из Айдлмастера. И вы будете сниматься с Селенайт, с Тифа и Да, Арис, у меня правильно? же Тифа, да. Поздравляю вас с этим. Свадьба. На самом деле, реально, очень-очень много идей. Советую всем подписаться на Boosty и проскроллить туда вот до этого поста. Возможно, я его обновлю. Посмотрите, что я там хочу в 25-м году записать. Дочь, играющая в Геншин, или сын, играющий в ХСР? Юни латекс. Я играющая в ДБД. Я вот не знаю, я, в принципе, особо в игры не играла, поэтому что будет. 3 просто абсолютно ужасных ответа. А сделаете ли вы косплей по Лавлайву в костюмах Сета Сайбер?
насколько я помню, еле-еле душа в теле, но нашли именно виниловые костюмы, ну, точнее, локэшные, такие, которые И блестящие. они даже светятся. Они даже Ну, светятся. подсветки не будет, там вроде все сломано. Нет, там не все слом, там есть целые, типа, там просто местами надо... ну, Если я усрусь, я все перепаяю. Подожди, что это не твой вопрос, а это ты спрашиваешь? Ну да, что, я не могу спросить своих моделей вопрос? Вы что, Да, самый чё, умный, что что ли? Ну вы чё, как бы, ну не... Мы не будем отвечать, давайте это... Они не отвечают на мои вопросы. Мы пошли лопать шарики. Вообще, да, у нас есть поинтереснее занятия. Ну, на этом все. Пока-пока.